Всем доброй ночи. У нас жара постепенно спадает, появилось больше сил, энергии после трудового дня еще и снять несколько работ. Давно пора, я сама соскучилась уже по своему каналу. Просто у нас Африка переехала к нам в Подмосковье. Уже и минус 55 было на днях. Жарились только так, как эти курицы-гриль. И поэтому в эти дни, пока я туда-сюда, в одно дело, второе, просто сил не было, друзья мои. Ну, никаких уже. К концу дня вообще выжатая, уставшая. И хотела снять, но вялое состояние. А вы знаете, что я не люблю в таком состоянии показываться. Я должна быть активной, разговаривать, объяснять. Естественно, для этого нужны силы, просто энергия. Вот сейчас жара спадает. Сегодня уже дождь пошел. Завтра будет меньше, меньше. И через 3-4 дня уже как бы все. Мы так и не поняли насчет этого лета, вообще насчет этого года. То в мае снег пошел, лежал, как в декабре. То дожди, дожди, от чего, знаете, что сейсмочувствительные люди, они тяжело это переносят. Потом солнце и жара. Короче говоря, непростой год, конечно. И поэтому немного так активность снизилась канала. Но я думаю, что достаточно работы, чтобы провести за эти дни. Ну, в любом случае, я вам дарила ритуалы, значит, на вещий сон. Я сейчас не помню, как назвала, потому что несколько таких работ, и мои зрители быстро находят и знают, кто давно на канале. Многие проводили и говорили, что они видели вещи сны. То есть, для чего вещий сон? Чтобы показать вам, что будет в ближайшем будущем, если вы, например, переживаете о чем-либо. Но, скажем так, вещий сон – это неизбежность. Вот что покажет сон, то и будет. Ничего не поделаешь. Просто можно как-то немного исправить эту ситуацию или быть готовым. Я как-то легла, значит, перед сном и попросила вещий сон для себя. Не знаю, что мне в голову пришло. Захотелось. Бывает иногда у меня такое. Мне и так вещи сны часто снятся. На самом деле. Ведьмы вообще живут между мирами, можно сказать. И реальность более ощутима там даже, чем здесь. Вы знаете, там яркая жизнь. Здесь день сурка. Каждый день одно и то же. Работа, ответы, там эти консультации, то это, дома. Все одинаковая бытовуха. Там более яркая жизнь. Так что иногда прям просыпаться неохота. Но мне захотелось, что-то внутри подсказывало, что такое. И я вижу сон, что мне позвонили. Вот квартира, которую до сих пор пока снимаю, потому что там вещи мои никак не заберу. Времени нет, люди не верят. Люди, которые, наверное, просто идут на работу, возвращаются, они не верят, что значит нет времени. Вот нету времени, друзья мои. Кто работает с людьми, у того просто все время поглощают люди. И неважно, ты в ресторанном бизнесе работаешь, торты печешь, свадьбы организовываешь или ты ведьма. Ты работаешь с обществом, с людьми. Мы все работаем с людьми, но есть определенная работа, которая именно общение с людьми, оно забирает много сил. И, в общем, мне позвонили оттуда из ЖЭКа. Во сне у меня. И говорят, вы можете приехать, потому что, значит, протекает вода с вашей квартиры. И я говорю, вы знаете, это не от меня. Эта бабка наверху уже не раз топила нас всех.
И это от нее. Под ванной у нее вечно что-то лопается, она не понимает ничего. Я говорю, этажом выше. Но надо приехать, мы у нее были, она показала, ничего не нашли. На следующий день звонок. Я знала, что оттуда. Ну, номер понятно, что городской, ну, как бы мало ли кто позвонил. Беру телефон. Здравствуйте, вас беспокоит из ЖЭКа. Я уже знала, что скажут. Что вот вода и так далее, приезжайте. Я говорю, там бабушка наверху этажом выше живет. Это от нее. Мы у нее были, она прям слово в слово, как во сне. Она показала, ничего нет. Ну, поехал Артур, взял там ребят, поехал. И поднялись к этой бабке. Оказалось, действительно, под ванной опять что-то там лопнуло и протекает. Поднялись наверх к этой бабке. Под эту ванну залезли, значит, и все сделали, как положено. Вот просто один в один сон. И это не первый раз, не второй раз, это просто ближайшее, которое было, вспомнила. Вещий сон. Много таких вещих снов, которые я иногда, честно говоря, приходит мысль, но боюсь, думаю, ну его нафиг. Что будет, будет, не хочу знать. Вдруг опять куда-нибудь ехать надо, что-то там не хочу. Перед смертью моей тети мне снится сон, что бабушка моя, покойная уже, другая наша бабушка, в общем, родня. Наша родня сидит за столом, и тетя моя с ними. И я подхожу, чтобы подойти, сесть, и она мне говорит, ты лучше иди чайник поставь. Я поворачиваюсь, ухожу, и я проснулась. Проснулась от дурного предчувствия. Почему она там с ними? Прошло буквально несколько дней, и я, когда увидела СМС от ее внучки, я сразу поняла, что там написано нехорошее. Почему-то вот у меня внутри вот сразу, у меня тетя умерла. Хотя вообще ничего не предвещало, что она умрет на самом деле. Никто не знал о ее болезни. Она скрывала, не говорила, это очень быстро случилось. Потом не очень давно увидела во сне, опять же, все наши мертвые, ушедшие наши родственники сидят. Накрытый стол, и мертвые за одним столом, а живые за другим столом. Наш дом старый, наш дом в Грузии. Как в моем детстве. Мы бегаем, играемся, а взрослые сидят. И я просто приметила, что мертвые за одним столом сидели, живые за другим. И я увидела, что наш дедушка, вот последний, который ушел, брат моего деда, он с мертвыми сидит. И я сказала, что дед, наверное, уйдет. И через несколько дней, собственно, он ушел. Вот вещи сны. Есть когда прям вот вся сцена, которая должна произойти, полностью все это показывается, а потом переносится копия в реальную жизнь. Есть когда ты понимаешь примерно, о чем речь, тоже вещи сон. Много различного, то есть различных подсказок мы получаем оттуда. Сейчас я говорю не совсем о вещем сне, но почти. Почти вещий сон, но больше он не для того, чтобы увидеть, что будет, а для того, чтобы получить совет и помощь от родового древа, от древа отца, матери. И через твоего хранителя они тебе дадут совет, как поступить. Не злоупотребляйте этим заговором, потому что нельзя постоянно тревожить дух предков. Только по необходимости. Перед сном прочитайте 3 раза. Перед этим больше никакие СМС не отвечаем, не смотрим, ничего. Лучше перепишите на бумагу, прочитайте 3 раза,
значит, выключите свет и ложитесь спать. И вам дадут совет, как поступить в той или иной ситуации. Вам, хочу сказать, очень дельный вам совет дадут. Настолько, что вы даже не ожидали. И бывают случаи, вот я эту работу давала некоторым людям, прежде чем снять. Иногда люди, с которыми я работала или работаю, когда у них там какие-то трудности случаются или проблемы какие-то и прочие после, или вопросы, я им даю работу и потом снимаю позже. Это тоже интересный эксперимент. Я давно это делаю, наверное, ну и раньше делала, но вот последние, наверное, 4-5 лет, да, я начала вот так тоже делать. Как оно работает. Я вам объясняла, что есть определенная основа, которая является вот этой матрицей, на которой вы строите свои работы разных направлений. Знаете, как закваска для разных блюд или там выпечки, но закваска одна. То же самое в магии. Достаточно знать основные тезисы, например, ритуалов для денег, и ты на этой основе создаешь различные ритуалы. Но об этом сейчас не будем, я об этом уже говорила. Так вот, и вот люди, которым я давала эту работу, они говорят, вот, например, у него были проблемы, он не знал, как быть, значит, преследовали, пытались отжать. У нас это любят, да? У нас даже в сказках не сказано там: захотел царь-батюшка золотые яблоки и посадил дерево. Не. Узнал царь-батюшка, что у какого-то там мужика есть яблоки такие-то, и приказал их забрать и привезти, отобрать. Поэтому у нас цари-батюшки некоторые любят забирать чужое. И вот как с ними бороться иногда? Только магии. Справедливости нет и не будет именно искать где-либо. Так вот, во сне ему дали совет. Пришел человек такой с седой бородой, почтенный, и он сказал ему, не буду имя называть, что, мол, иди к такому-то человеку, ну вот и скажи там ему вот такое, что если вы в этой ситуации мне поможете, значит, доход от моего бизнеса, там какой-то процент, обещай ему. Он пошел к этому человеку, он такой достаточно значимая фигура в Москве, в области. Знать не знает. Пошел, сказал: меня зовут вот так-то. У меня вот такая проблема. Я пришел к вам. Он: откуда вы знаете, кто вам сказал? Говорит: ну, мне знакомые сказали, что я могу у вас спросить совета. Вот я хочу, чтобы вы стали мне партнером в бизнесе и получали вот такой-то процент. А у меня вот такая проблема. И вы знаете, вот одним звонком эта проблема решилась. Да, он стал партнером. Он начал ему определенную дань платить за это. Но его многомиллионный бизнес был спасен. Все. Вот такой дал совет старик, дельный, понимаете? Может, кто-то скажет: ну вот, а по-другому он бы все потерял просто. У него был только один выход: пойти к этому человеку и предложить. Так вот, по-разному могут прийти и вам посоветовать. Просто так не делайте, от нефиг делать, от балды. Лишь бы там посмотреть, что мне посоветуют. Нет. Если в жизни действительно ситуация, можете хоть 100 раз читать и 100 советов получать. Оно не ограничено. Но вот, например, в доме вот не можете справиться с ребенком. Как быть в этой ситуации? С мужем не можете найти общий язык. Вам придут, посоветуют, что иди проверь его куртку. Вы проверите и обалдеете, потому что там будут крест-накрест какие-то знаки, вышитые с изнанки, с обратной стороны. Ну, вам покажут, где это, да? Может быть, вам скажут: иди проверь под ковриком. Откройте и обалдеете. Там какие-то знаки выложены,
подклад у вас, поэтому вы дома ссоритесь. Все что угодно вам подскажут, как сделать правильно. Я сейчас не могу все ситуации знать и знать, что вам подскажут и что у вас происходит. Но примерно вам объясняю, как эта подсказка может быть. Слова следующие. Называть свое имя. Ну, я здесь свое имя назову. То есть, чтобы вы понимали, о чем речь. Ну, как это читается. Ну, вот стоит мне снять, и кое-кто начинает по дому ходить. Непонятно кто. Слышали, да? Вечно скрипит где-то. Итак, слова такие. Я, Инга, мне 44 полных лет. Я желаю во сне получить совет. Желаю получить наставление для жизненных дорог своих исправления. Я ложусь на подушку, закрою глаза и оставлю ушко. Хранитель мой, к ушку подойди, совет от предков нашепчи. От древа моего родового, от материнского и отцова ничего не утоли. Их волю и совет через сон мне передай. Мудрый и дельный совет мне дай. Ключ, замок, язык, заклинаю. Я, Инга, мне 44 полных лет. Я желаю во сне получить совет. Желаю получить наставление для жизненных дорог моих исправления. Я ложусь на подушку, закрою глаза и оставлю ушко. Хранитель мой, к ушку подойди, совет от предков нашепчи. От древа моего родового, от материнского и отцова ничего не утоли. Их волю и совет через сон мне передай. Мудрый и дельный совет мне дай. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Еще раз. Я, Инга, мне 44 полных лет. Я желаю во сне получить совет. Желаю получить наставление для жизненных дорог своих исправления. Я ложусь на подушку, закрою глаза и оставлю ушко. Хранитель мой, к ушку подойди, совет от предков нашепчи. От древа моего родового, от материнского и отцова ничего не утоли. Их волю и совет через сон мне передай. Мудрый и дельный совет мне дай. Ключ, замок, язык. Заклинаю. И после этого ни с кем не разговаривая, ложитесь спать. Если планируете провести бурную ночь, читать не надо. Надо, чтобы сразу легли и уснули. Даже если вы будете спать с кем-то рядом, не имеет значения. С ребенком, с мужем, с любовником, с соседом. Вообще не имеет никакого значения. Главное, чтобы вы спали. В смысле, спали вот это вот, а не спали с ним. Вот когда перед сном читать, просто почему я вам иногда объясняю на пальцах, потому что некоторые люди не совсем понимают. Некоторые мне пишут после слова «спали», это... Я должна теперь, ну, то есть я после заговора обязательно должна любовью заниматься. Вы сказали, вот когда будете спать. Ну, есть и такие люди, да. Вы не знаете, какие есть люди. Да уж. Спать. Перед тем, как лечь спать, никому не отвечать больше, не писать, не звонить, начитать и лечь спать. И вам обязательно придет некто во сне и даст вам совет, и покажет это как сцену, нашепчет, скажет, может, увидите ушедших родных, у каждого по-своему. Но этот совет будет очень дельный. Если правильно сделаете, у вас все получится. Всем удачи!